Всем привет! Вы на канале Дела Мастера Боится. В этом видео я покажу, как подготовить к эксплуатации новый чугунный казан или котелок. При производстве чугунной посуды часто на ней остаются в порах остатки машинного масла, которое необходимо удалить, иначе оно будет у нас в желудках. Подготовим его к эксплуатации. Для того, чтобы подготовить к эксплуатации новый чугунный казан, необходимо взять килограмм соли поваренной крупного помола, немного подсолнечного масла рафинированного и небольшую луковицу. Для облегчения работы с казаном я приобрел специальную печь. Это комплект казан и печь. Теперь я подробно покажу, из чего состоит набор казан и печь для казана. У нас в комплекте идет чугунный казан с объемом 12 литров и толщиной дна 8 мм, толщина стенки 6 мм и общий вес 13 кг. Он оборудован крышкой, также чугунной, тяжелой, которая выполняет роль сковородки или же крышки, в зависимости от назначения. В комплекте с казаном идет такая губка металлическая для мытья, немного щепок для разжигания костра и небольшая инструкция на украинском и английском языке. Казан имеет внизу плоское дно, поэтому можно ставить его на ровную поверхность, и он не перевернется. Печь для казана оборудована тремя ножками, общую жарочную поверхность, а также лючок поддувало для загрузки дров. Печь имеет ширину 540 мм, высоту 650 мм и вес 20 кг. Печь оборудована двумя удобными ручками для переноски, а также небольшой трубой для вытяжки дыма. В первую очередь я подготовлю печь до эксплуатации. Для этого перевернем вверх ногами печь и прикрутим сюда ножки. Для прикручивания ножек здесь есть такие винтовые болты с барашками. На ножках есть небольшой срез под углом примерно, наверное, 30 градусов. Необходимо ставить срезом так, чтобы он повторял вот эту фактуру днища. Так ножки будут слегка расставлены в стороны. Вставляем до упора. Здесь немножечко есть брак. Заходят туго. И закручиваем со средним усилием. После этого переворачиваем печь на свое место. Возьмем небольшую трубу, удлинитель, диаметр внутренний 9 сантиметров. И оденем ее на этот патрубок. Теперь печь готова до эксплуатации. При желании можно поставить сюда грибок, для того, чтобы искры меньше разлетались. Теперь загружаем печь дровами для розжига. Используем всю ту же солому, которую нам прислали, и укладываем дрова. Затем разжигаем огонь. А пока разгорается огонь печи, необходимо взять сковородку и чугунный казан и хорошо помыть их теплой водой со смоющим средством. Снаружи я казан мыть не буду, потому что меня интересует только внутренняя варочная поверхность.
И таким же образом отмываем крышку, сковородку казана. Меня интересует тоже внутренняя варочная поверхность, поэтому мы моем только ее, наружная потом сама обгорит. Теперь берем чан и ставим его для высыхания на печь. Можно предварительно его вытереть каким-нибудь сухим полотенцем. Дым сразу начал выходить через верхнюю трубу и уже нам не мешает работать. После этого возьмем соль и насыпем в казан примерно 1 килограмм соли на 12 литров. Если казан у вас будет больше, то насыпайте соли больше, в зависимости от такой пропорции. 1 килограмм на 12 литров. Вот видно, как цвет котелка меняет цвет с черного на серый. Соль начинает потрескивать. Во время обжига казана также мы обжигаем печь. Видно, что начинает выгорать краска, хотя она здесь жаростойкая, но тем не менее тоже имеет свойство подгорать. Слышен запах полимера, поэтому сразу ничего не готовьте, иначе будет блюдо вонять пластиком и машинным маслом. Я не знаю, как себя поведет вот этот блестящий ободок. Он имеет золотой орнамент, красиво покрашенный золотой краской. Посмотрим, как он себя поведет при взаимодействии с высокими температурами. Через 20 минут после начала обжига соль стала коричневатой, а стенки казана стали серыми. Теперь необходимо снять казан с огня и дать ему остыть природным способом, не наливая в него холодную воду, иначе он может лопнуть. А пока казан остывает, я подготовлю к эксплуатации крышку, сковородку. Таким же способом, насыпав в нее свежую соль. Старую есть уже нельзя, она в масле. Вот сковородка обожжена, и также снимаем ее с огня для остывания. После остывания моем казан горячей водой, смываем все остатки соли. Моющее средство уже не применяем. Теперь хорошо вытираем казан или ставим его на печь для полного высыхания. На печи влага испаряется намного лучше. Для равномерного растирания подсолнечного масла по казану я возьму луковицу, разрежу ее пополам и с помощью ее буду втирать масло в поры казана. Осталось дождаться полного остывания казана, и можно им пользоваться в обычном режиме. Теперь наступила очередь натирания маслом крышки. Влага полностью почти испарилась. Сейчас я буду ее натирать маслом.
Используем все ту же луковицу. После остывания сковородка принимает такой симпатичный, блестящий внешний вид. И на ней можно готовить блюдо. При эксплуатации такого чугунного казана есть некоторые правила. Нельзя наливать холодную воду в раскаленный казан, иначе он лопнет. Нельзя оставлять в нем приготовленные мокрые блюда, иначе он поржавеет. А также необходимо чередовать мокрые и жирные блюда для того, чтобы образовывалась периодически жирная пленка на казане от сала, или от масла, или от смальца. Нельзя отмывать казан или чугунок до блеска, иначе оно все будет пригорать и масляная пленка смоется. После мытья хорошо протираем сухой тряпкой и просушиваем металл, чтобы он не поржавел. Были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как приготовить к работе чугунный котелок или казан, если он новый. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.